Всем привет! С вами Марк, и это Xperia 1 Mark III, и на нее сейчас я сниму для вас небольшой сюжет о том, как живут китайцы. Это очень интересно, потому что здесь традиционные китайские дома, как в аниме. В общем, сейчас я начну съемку. И раз, два, три, поехали. Я нахожусь в городе Лидзян. По меркам Китая это достаточно небольшой городок, и в нем есть очень много совершенно нереальных туристических достопримечательностей. Но сейчас не о достопримечательностях, сейчас о том, как живут китайцы. Просто посмотрите на вот это. Где-нибудь в России вы видели, чтобы русские себе делали в традиционном русском стиле вход на главной улице? Я готов биться об заклад, что если вы приедете в какой-нибудь поселок, где все застроено частными коттеджами, ничего кроме заборов вы не увидите. Вот такая красота в Китае на каждом углу. Двор, конечно, небольшой. Зато вот такая красота не может оставить равнодушным эстетов. Просто посмотрите, сколько дерева и украшений. Вы только посмотрите на эти крыши, ну не прелесть ли? Конечно, у всех свое представление о том, что красиво, а что не очень. Но нельзя просто отрицать, что это смотрится гораздо лучше, чем просто серые бетонные стены. Ну и, конечно же, китайская каллиграфия. Она настолько популярна во всем мире, что люди, даже не зная смысла многих символов, себе татуировки с ними набивают. Иногда очень смешные. Мы с женой остановились в гостях у друзей. У них обычный типичный такой китайский коттедж. Вот за моей спиной. Сейчас я войду вовнутрь и вам все покажу. У них здесь есть второй этаж. Сейчас я вам все покажу. Входим вовнутрь. И вот такой объем. Вы посмотрите на все это. Это вот первый этаж. Там второй этаж. Здесь у нас стол. Там кухня. Смотрите, сколько красоты. А вот там старый дом. Второй этаж. Он у нас как чердак. Там никто не живет. Посмотрите на вот эту прелесть. Шелковая скатерть. Все украшено по традиционным китайским принципам. С фэншуем наверняка. Смотрите, там не буду входить, чтобы чего-то лишнего не показать. Вот так выглядит типичное китайское жилье. А вот там, кстати, есть кабачки. Посмотрите на вот это. Если это не кабачок, поправьте меня. Что это за растение? Очевидно, что никто не живет на чердаке, потому что если бы там кто-то жил, то стекла наверняка в окнах заменили бы. Столько дерева, все так красиво. Вот за таким столом вся семья обычно ужинает или обедает. Это гостиная. Здесь можно всей семьей посмотреть киношку, мультики, либо поужинать. Ого! В тени много кресел, можно сидеть, наслаждаться видами, общаться. А там вот детский уголок. Детки себе играют. И вот детская самостоятельно. Красочно. Обязательный атрибут такого жилища — это наличие игровой комнаты. Здесь можно хорошенько провести время с друзьями. И даже пить прохладительные напитки прямо из холодильника. Да, вот так. Отдельно хотелось бы рассказать немножко про кухню. У нас в Европе кухня — это царство, это дворец, это красота. Несмотря на всю любовь к еде, китайцы не особо украшают свои кухни. Они очень утилитарные. Вот там вход на второй этаж, я вам через минутку покажу. А это ванная, точнее душевая комната. В Китае очень редко кто принимает ванные. В основном у людей душ. Сейчас я поднимусь на второй этаж и покажу вам вид с балкона.
Это тоже очень интересно. Здесь есть совершенно нереальная технология по подогреву воды. Посмотрите, это еще одна спальня. Очевидно, детская. Там еще одно жилое помещение, а это балкон. Вчера здесь сушилась одежда. Какое же небо красивое. Вот отсюда можно посмотреть на всю эту территорию. А вот, собственно, чердак. Что-то сушится, обувь. Какой-то инструмент неизвестного мне назначения. Что за инструмент? Пишите в комментариях, если знаете. А вот и чердак, как у нас в анекдоте. Что не влезло в хату, кладется на балкон. Что не влезло на балкон, то уводится на дачу. Вот такой открывается вид на жилье соседей. Какой красивый закат. Просто нереальная красота. А вот эта вот штука наверху. Вот это, видите? На каждой крыше по одной такой штуке. Это нагреватели. У нас тоже такая есть. Если вы физику в школе хорошо учили, помните, что жидкости горячие поднимаются, холодные опускаются, но и газы тоже. Вот по этим черным трубкам нагретая вода уходит в бачок, а холодная вода из бачка опускается в трубки и там нагревается. Таким образом, без всякого механического перемешивания вода просто нагревается. Бесплатно, без всякой электроэнергии. В общем, спасибо за то, что оставались со мной. Я вам обещал показать сравнение Xperia 1 Mark III с Huawei, но у меня, к сожалению, не получилось из-за ковида. Все планы изменились, поэтому обязательно покажу, но в следующий раз. Оставайтесь со мной. До следующей встречи. Пока!